Всегда есть хозяин проекта. Вы хотите вырасти в 2 раза и хотите потратить на это всего 4 часа. Смотрите, какой дикобразик собрался. У меня лично есть кладбище таких проектов. Привет, друзья! Меня зовут Александр Паньков, и мы на канале «Лабиринты стратегии». И сегодня я хотел бы рассказать о 6 советах при старте разработки стратегии. Это будет полезно для тех компаний, тех команд, которые впервые подбираются к разработке стратегии, для тех компаний, команд, которые уже разрабатывали стратегию, но опыт еще не очень большой и есть куда его расширять, и особенно для команд, у которых, к сожалению, есть негативный опыт разработки стратегии, участие в этих процессах. Итак, с чего всегда начинаем? Первое, вот перед стартом разработки стратегии всегда есть хозяин проекта, хозяин, да, это, как правило, SEO, и там он же может быть собственником, он может быть наемным товарищем, но тот, кто отвечает целиком за весь бизнес, и он ставит техническое задание в первую очередь. Так вот, первым делом мы должны зафиксировать цель проекта. То есть вот проект по разработке стратегии, какова цель, чем он должен закончиться и что должно получиться по итогу. И здесь частенько происходят подмены всевозможные. Давайте разберемся на этом этапе. Я бы всегда задаю своим клиентам несколько вопросов в самом начале. То есть первый классический вопрос, иногда ставящий в тупик. А зачем вам стратегия? Если сейчас опять обратиться к соцсетям, то мы часто увидим, услышим из соцсетей крики по поводу X2, X5, X10. Да? И на этот вопрос очень часто говорят, конечно, мы хотим расти. Но не всегда стратегия про рост. Да, хотелось бы, но давайте посмотрим несколько моментов. Есть проекты по стратегии, когда компания готовится к продаже. И стратегия нужна для чего? Для того, чтобы повысить стоимость активов в продажах. Да? То есть это один из вариантов. Второй. Есть семейный бизнес. Да? Вот представьте ликерное в Амстердаме, которое стоит в этом месте 300 лет. 300. 2 комнатки по 12 метров, где наливают этот ликер. Про какую стратегию роста? Да? Ну, у них тоже есть стратегия. Удержание своих позиций, там, развитие продуктовое там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не всегда рост это является ключевой целью стратегии. С этого начнем. Вторая часть марлезонского балета. Что по итогу вы хотите получить? Документ. Да, какой? То есть это все нужно зафиксировать. И здесь моя подсказка очень простая, то есть документ должен быть небольшим. Никто не читает документы в 300, в 400, 500 страниц. Мой опыт подсказывает, что хорошая стратегия это от 3 до 10 страниц сам документ. 10 это уже так потрескивает, да, многовато. От 3 до 10 страниц. И приложение. Я говорю, ребят, а что мы хотим? Ключевая цель. Еще раз делаем акцент, да, то есть мы на всех форумах про это говорим, на ютубах об этом пишут, но почему мы это не делаем? Почему мы не выставляем приоритет? Почему 3-10? Объясню. Конечно, команда топ-менеджеров участвует в разработке стратегии, она проходит весь этап, но после того, как вы разработали стратегию, к вам в команду могут приходить новые члены топ-менеджмента. Новые руководители среднего звена, ключевые сотрудники, инвесторы, партнеры в коллаборациях. И вы можете показывать документ. Так вот, документ в 3-10 страниц – это 20 минут ознакомления. То есть 20 минут достаточно для того, чтобы ознакомиться с документом и бежать дальше. Уже понимать, куда идет бизнес, какой фокус, какие цели, в чем суть стратегии и так далее, и так далее. Следующий момент. Какие еще цели мы хотим достичь в ходе разработки стратегии? Про что это я говорю? Да? Вот один из моментов, примеров. Клиент говорит, нам нужна стратегическая сессия. На этой стратегической сессии мы хотим проработать цели бизнеса и в том числе поднять эмоциональное состояние команды.
немножечко возбудить, немножечко вовлечь, такой сделать командообразующее мероприятие. И вот что здесь я всегда говорю, так, стояночка, а давайте сейчас ответим на один важный вопрос. Что является приоритетной целью? Стратегические цели выработка, либо командообразование? Он говорит, и то важно, не бывает так. Цели, окей, тогда цели приоритетные, а доп. Задача это формирование команды, вовлечение, там, энергии и все остальное. Да? И мы это фиксируем в техническом задании, точно так же, как на любой проект. То есть у нас есть ключевая задача, и под нее там 80% всей работы должно отводиться достижению ключевой цели. И есть доп. Цели, но они второстепенные. То есть не будет решена главная задача, второстепенные задачи уже не столь важны в этой части. И еще один важный момент, который надо, вот когда мы говорим, что первый совет определиться с целью проекта, определиться с техническим заданием, да, на проект, я всегда здесь задаю вопрос по поводу, сколько времени компания готова уделить разработке стратегии. И здесь бывают чудеса. Да? Один из примеров, буквально на днях звонит секретарша одного из клиентов и говорит, нам нужна стратегическая сессия, у нас закончился финансовый год, и мы хотим проработать а-ля стратегию на следующий год. То есть стратегию на следующий год. Здесь уже осторожненько, потому что год это все-таки не про стратегию, это все-таки больше про тактику. Давайте говорить про это. Вот. Окей, я говорю, хорошо, давайте я встречусь с вашим заказчиком, с вашим клиентом, мы обсудим. Говорит, ну, понимаете, у нас есть нюанс один, да. Это нужно сделать в следующую пятницу, у нас есть 4 часа. Собственник специально выделил эти 4 часа на то, чтобы мы проработали стратегию на год. Да? И вот эти фразы говорят о том, что компания подразумевает под стратегическим менеджментом своей компании. Да? Когда мы встретились с клиентом, после этого я все равно поехал на встречу, потому что мне было бы интересно, вот что думает собственник достаточно успешного бизнеса, про стратегию, почему он выделяет такое количество времени всего лишь на будущее, всего лишь 4 часа. Да? То есть, как бы, при этом мы прекрасно с вами понимаем, что стратегическая сессия 4 часа, это по сути дела там, в лучшем случае 3 часа активной работы. Да? То есть, если мы говорим про групповую динамику, все остальные вещи. Вот. На что при встрече собственник очень интересные вещи говорил. Он говорит, да, у нас очень большая загрузка, у нас сейчас проект на проекте, мы там делаем апгрейд станков, мы там сейчас нанимаем новых людей, поэтому на самом деле расписано все. Вот, и вот мы с трудом собрали всю команду, чтобы выделить 4 часа. Больше мы не в состоянии выделить. Я задаю тогда вопрос, говорю, хорошо, а вот в течение года, что вы хотите от своего бизнеса? Он говорит, ну у нас планы в этом году вырасти в 2 раза. Я говорю, вы хотите вырасти в 2 раза и хотите потратить на это всего 4 часа. Ничего не смущает в этой ситуации. И вот после этого у нас начался немножечко другой разговор. Хотя бывают ситуации другие, когда клиент говорит, нет, у нас есть полдня, у нас есть 4 часа, у нас есть 3 часа, больше мы выделить не можем. В такой ситуации за такие проекты вот лично я как консультант не берусь, потому что я не понимаю, как достичь результата в такое время, в таком сложном вопросе про будущее бизнеса. И здесь мы тоже с вами можем очень смело говорить, что при таком подходе, при том, что компания не в состоянии выделить часы на будущее, опыта работы с будущим у компании не будет. Он не сформируется просто-напросто. Операционка все равно будет рулить. Все равно будем тушить пожары. Все равно будем геройствовать по затыканию дырок в этой ситуации. А вот работы с будущим, к сожалению, в компании не будет. При этом еще раз хочу сделать акцент. Компания при этом может быть успешна в определенном периоде времени. То есть пока не сильная конкуренция, пока не жесткая конкуренция, пока внешняя среда не агрессивная, все может быть. Но когда вот эти все факторы соединяются вместе, компании, которые не уделяют будущему внимания, они начинают сдавать, отставать, сдавать территории, сдавать долю рынка и так далее, и так далее, и так далее. Второй момент. Когда мы сформировали техническое задание, нам нужно сформировать команду. Нам нужно сформировать команду, которая будет
прорабатывать вот эти стратегические вопросы, вопросы будущего. Да? Что здесь важно? Да? То есть, когда мы говорим про будущее, это про будущее. Это элемент креативности, это элемент фантазий, это элемент иногда безумства. Обрезать мы всегда успеем. Эта компания умеет делать превосходно. А вот помечтать, а вот посмотреть себя, увидеть себя через 2, 3, 5, 7 лет дано не каждому. И поэтому, когда мы формируем команду, нужно понимать важный момент. Команда должна иметь внутри большое количество сотрудников, способных генерировать идеи, способных мечтать, способных иногда безумствовать в этой части. И, с другой стороны, должен быть анализ, аналитика, которая в свое время периодически будет нас опускать на землю. Да? Если слишком много администрирования, если кто помнит типологию доктора Диеса, да, если будет много администрирования, то мы не взлетим. Мы будем прыгать вокруг, бегать, танцевать вокруг текущего положения нашей компании. И ничего интересного в этой ситуации не будет. А что еще важно при формировании команды? Это, конечно, насмотренность членов команды, да, то есть это понимание, что происходит на рынке. То есть мы потом скажем, что этим тоже надо будет заниматься и в ходе разработки стратегии, но тогда очень, но в этой ситуации очень важно, чтобы уже члены команды понимали, что будет с бизнесом, что происходит с бизнесом с точки зрения трендов, тенденций, действий конкурентов, немножечко расширенный кругозор в этой части. Ну и важный момент, напоминаю, что в команде должны быть те, кто потом будет реализовывать. Те, кто будет реализовывать стратегию после того, когда мы ее сформируем. Поэтому вот мы и формируем команду. В зависимости от вашего объема бизнеса, эта команда может вот двигаться в диапазоне от 3 до 15 человек, как вот костяк разработчиков. Сразу хочу оговориться очень важный момент. И у меня лично есть кладбище некоторых таких проектов, когда приходят собственники, вовлеченные, зажженные все такие, да, то есть и говорят, мы хотим разработать стратегию, вот наша команда, там 3 собственника. И они очень активно работают. А почему команда не расширяется? Это было так, лет, наверное, 15 назад у меня был такой проект, о котором я помню до сих пор. Почему 3? Потому что, говорит, все остальные это даже не руководители среднего звена. Компания была порядка там 70 человек, и все держалось на 3 собственниках, которые вовлечены были в бизнесе, они занимали управленческие должности, управляли этим бизнесом. Да. Что произошло дальше? Да, они с хорошей энергией, мы пошли, да, то есть у нас еще было мало опыта, и мы увидели, вот эта энергетика, сила собственников нам очень понравилось, мы хорошо с ними проработали множество решений важных, нужных, но потом стартовала реализация, и оказалось все очень просто. Да, то есть как бы один собственник уехал в Китай там, для проработки новых проектов, уехал надолго, 2 тушили пожары. А команды, которая под ними могла бы реализовывать вот эти мини-проекты стратегические, оказалось нет. И при подведении итогов обнаружилось, что очень мало что из стратегии реализовано. Это был хороший урок нам, когда мы анализировали, детализировали эту ситуацию. И после этого мы приняли решение, что в техническом задании, в том числе, вот к первому пункту мы задаем себе всегда клиенту вопрос, а какая будет команда? И если мы не видим реализаторов стратегии, то мы предлагаем другой вариант. Сначала давайте поработаем над формированием управленческой команды, а уже потом подберемся к разработке стратегии. Потому что если у вас не будет команды на реализацию, то все, что мы сейчас делаем, это, конечно, эмоционально хорошо, но это будет мало влиять на дальнейшие ваши действия. 3. Это перед стартом разработки стратегии сделать массированную атаку на расширение кругозора команды разработчиков. В чем проблема? Это я сталкиваюсь в 9 из 10 проектах. Да? Собирается команда интересных, энергичных, готовых мечтать,
готовых формировать определенные гипотезы. Но они до этого, там, кто-то 3 года в компании, кто-то 5, кто-то 7, работали в операционке изо дня в день, изо дня в день. И когда после этого мы там делаем стратегическую сессию, пытаемся формировать какие-то решения, у собственников частенько бывает разочарование, говорит, а где вот цимус, где новое? Все про текущий бизнес. А откуда оно может взяться? И когда мы смотрим на команду, у нас есть такое предстартовое интервью, да, то есть мы разговариваем с каждым членом команды разработчиков, и в том числе там отрабатываем ожидания, в том числе смотрим, а насколько вот этот член команды разработки понимает, что происходит в мире, какие тренды, какие тенденции, какие изменения. И если мы видим, что насмотренность слабенькая, то мы стараемся в этой ситуации быстро хотя бы так немножко нарастить вот эту вот насмотренность. Как это происходит? Какие примеры здесь могут быть? Пришли мы в одну из компаний, мы начали уже работать, и одна из гипотез, не буду называть сферу деятельности, но одна из гипотез этой компании говорит, слушайте, хорошо бы подумать над экосистемой. То есть там был один участник, который горел этой задачкой про экосистемы. И вроде в команде появились там блески в глазах, да, говорит, о, это интересно, интересно. А на что я сказал, говорит, Стояночка, давайте сейчас обсудим. Я говорю, поднимите руки, у кого есть опыт и понимание, что такое экосистема и как она развивается. И в команде из 11 человек поднимает руку один товарищ. Я говорю, окей. А поднимите руку, кто четко понимает и может дать определение, что такое экосистема. Поднялось 3 руки. Да. Теперь вопрос. Будем ли мы в этой ситуации работать на проработке неких гипотез, формировании неких гипотез, если команда вообще плохо понимает предмет вопроса? Что мы в этой ситуации сделали? Мы взяли местных маркетологов, ребята, аналитики, которые работают в этой компании. Мы вместе с собственниками, с товарищем, который неплохо разбирался в теме экосистем, нашли сайты, платформы, где очень много говорится про современные тренды, тенденции, примеры в разных бизнесах, как запускались экосистемы. И наша задачка была очень простая. Каждую неделю маркетолог формирует дайджест, в котором 10-15 наиболее вкусных статей с примерами про экосистему. А дальше очень важный момент, тоже лайфхак определенный. Смотрите, можно же разослать и сказать команде, читайте, и мы знаем с вами, что дальше произойдет. Из этих 11 прочитает тот один, который хорошо разбирается в экосистемах, а все остальные... Вот. Можно сделать по-другому. Мы рассылаем дайджест и говорим, ребята, на следующей неделе, во вторник, у нас будет небольшая рабочая группа в течение 3 часов, где мы обсудим этот дайджест и ответим себе на вопросы, а что из всего этого может быть полезно для будущей нашей стратегии? Что нас зацепило? На что нам нужно обратить внимание? Это первая часть, как мы можем расширять кругозор. Вторая часть. Вы можете пригласить к себе на стратегическую сессию экспертов, которые в этой теме хороши. Это могут быть действующие руководители, это могут быть консультанты, это могут быть внутренние консультанты каких-то компаний. Да? И в совершенно простом формате, я это называю без галстуком за чашечкой кофе, вы можете поговорить, позадавать вопросы. Позадавать вопросы, чтобы человек, который глубоко погружен в этой теме, мог команде побольше рассказать эту тему, про это. Дальше те же самые аналитики наши, маркетологи, собирают наборы ключевых трендов и тенденций. Напоминаю, что очень важно при просмотре не то, что есть такой тренд или есть такая тенденция, но и есть. Важно сделать из этого вывод, а что мы можем применить к своему бизнесу. Что мы можем применить к своему бизнесу из этого? Какие выводы мы можем из этого сделать? И вот, как правило, 1,5-2 месяца такая арт-подготовочка, плюс оценка конкурентной среды, оценка лучших практик в мире в этой части. Это тоже отдельная процедура, которая может быть. Лучшие практики, the best. Да? Что мы из этого можем тоже взять для себя, что для нас интересно.
И обратите внимание, да, мы здесь притормаживаем. Хотел сказать, тратим время, я бы сказал, инвестируем время для того, чтобы когда мы там через месяц приступим к разработке стратегии, наша команда могла бы действительно что-то генерировать интересное для обсуждения, для прокачки, для дальнейшей проверки гипотез. Следующий совет 4 – это выбор консультанта. Если, вот этот совет, он может быть, может и не быть. Если вы решаете взять консультанта, знаете, какой самый распространенный вопрос мне, как консультанту по разработке стратегии, звучит всегда? Александр, а вы знакомы с нашей отраслью? Александр, а вы знакомы с нашей темой? У меня есть на этот счет очень важный ответ. Я могу сказать очень простую вещь. Если консультант хороший, если у него богатая насмотренность, неважно, имеет он опыт в вашей отрасли или нет. Если у него есть команда, поверьте мне, ему нужно 10 дней для того, чтобы начать говорить на языке клиента, выяснить все тренды, тенденции, познакомиться с основными конкурентами, познакомиться с основными проблемами и начать с командой разговаривать на одном языке, порой лучше, чем это делают специалисты вашей компании, проработающие в отрасли 10, 15 и даже 20 лет. На мой взгляд, нужно выбирать консультанта точно так же с широкой насмотренностью в разных отраслях, в смежных отраслях, да, в отраслях, где есть ваши там субституты там, и так далее, и так далее. Чем ширше у него представление о бизнесе, тем лучше вопросы он будет вам задавать, каверзнее вопросы, которые могут вас приводить к инсайтам. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Пятый совет, который тоже нужно в этой ситуации проговорить, график разработки стратегии. Процесс разработки стратегии – это не двухдневная стратегическая сессия. Сейчас тоже это очень часто я слышу с разных матюгальников по поводу стратегической сессии, мы за 2 дня разработаем стратегию. Не разработаете. Не разработаете вы стратегию за 2 дня, потому что стратегия – это большой комплекс. Еще раз хочу сказать, нам нужно сформировать видение собственников, его хотелки. Да? Нам нужно очень большой кусок собрать информацию, инфополя, где сейчас бизнес находится. И еще раз обращаю внимание, если мы говорим, что стратегия там, из точки А попасть в точку Б, то чтобы попасть в точку Б, мы сначала все вместе должны договориться, где точка А. Если у вас 7 человек в команде, и они по-разному воспринимают текущую ситуацию, вам будет очень сложно вместе соединиться и выйти в точку Б. Поэтому нам нужно договориться о наших сильных сторонах, договориться о наших слабых сторонах, договориться, кто наш конкурент. Вот простой пример, один из буквально недавнешних. Да, когда мы начали работать с одной из компаний, они очень быстро, четко обрисовали портрет конкурента. И я люблю здесь задавать вопросы. Я говорю, почему вы решили, что это ваш конкурент? Он говорит, он впереди нас чуть-чуть, и это наша цель. Я говорю, окей, тогда давайте сделаем домашнюю работу. Давайте попытаемся понять, кто наш клиент. Не столько важен даже образ клиента, сколько важно, какие потребности, боли есть у вашего клиента, какие страхи, как мы их можем реализовать. И когда они с командой сформировали вот этот образ клиента, выяснилось, что вот этот конкурент, на которого они все время равнялись, не совсем конкурент. То есть буквально там 15% клиентской базы пересекался с точки зрения образа, и конкурент работал немножко с другим клиентом, удовлетворяя немножко другие потребности. Но когда они хорошо обрисовали портрет клиента, выяснилось, что у них есть сбоку 2 сильных конкурента, на которых они не сильно обращали внимание. Вот, поэтому вот здесь это тоже очень важно, на что нам нужно сделать акцент. И это время занимает. Это еще раз, почему про график? Это занимает много времени.
Нам нужно оценить текущую бизнес-модель, нам нужно оценить текущие портреты клиентов, нам нужно оценить рынок, нам нужно оценить поставщиков, субститутов, разобраться с трендами, разобраться с тенденциями, выработать набор решений, выводов, которые мы должны учесть в стратегии. Да, то есть, ну давайте отведем этому 3 часа на стратегической сессии, ну или 4. Да, нам нужно сформировать несколько альтернатив развития. Ну давайте за час это сделаем. Нам нужно выработать суть стратегии, нам нужно разобраться в стратегических целях, что является все-таки стратегическое, а что не является. Нам нужно выработать задачи. Ну давайте за это впихнем это все в 2 дня. И что мы получим? Помните мультик про барина, который хотел из куска шерсти сделать шапку. Потом говорит, а можно 3? Он говорит, можно. А 5? И 5 можно, и 7 можно. Только какой результат мы получаем в этой ситуации? Поэтому график обязателен, и мы по нему должны вот в начале с командой сессии разобраться, сколько времени примерно нам нужно. И важный момент, загрузку. Да? Ведь смотрите, разработка стратегии это не означает, что мы должны сейчас остановить операционную деятельность. Ребята, а почему мы в июле месяце не выполнили план по выручке в компании? Он говорит, ну как же, мы же участвовали в стратегической сессии. Не до клиентов было. Да? То есть мы должны учесть нашу загрузку команды. Мы должны понять, как мы можем делегировать ряд полномочий для того, чтобы команде сфокусироваться, чтобы на стратегических сессиях не происходила ситуация, что все с открытыми ноутбуками, телефонами отвечают клиентам. Это все должно быть закрыто, убрано, нет связи вообще на стратегической сессии. На стратегической сессии есть мы и есть будущее, с которым мы работаем. Все остальное потом. И очень важный момент, коллеги, вот уже здесь мы начинаем закладывать вещи, которые, как правило, потом вылезают в стратегические ошибки. Это человека-часы. Сколько человека-часов, на что нам нужно потратить. И в разработке это более-менее понятно, это мы можем выложить на график Ганта там, или еще на что-нибудь, разложить по календарю, и будет все понятно. А потом мы столкнемся с еще одной проблемой, когда у нас будет уже стратегия, и будет целый набор мероприятий, стратегических инициатив, и вот там человека-часы не учитывает никто. И поэтому очень многие проекты затягиваются, происходит разочарование, но об этом чуть позже. Да? Итак, человека-часы – это один из важных моментов ресурсных, которые мы должны вот разложить и понимать, все ли будут на месте, не будет ли у кого-то командировок, потому что мы назначили время, и 2 ключевых человека, от которых будет зависеть дискуссия, обсуждение, вдруг говорит, вы знаете, у меня командировка к очень важному клиенту. И мы начинаем сдвигать. Ни в коем случае здесь нельзя проводить стратегическую сессию, если ключевые не попадают. Поэтому вот это все делается на берегу при разработке стратегии. Если вы этого не делаете, никаких приоритетов не будет. 6-й совет, который нужно тоже нам с вами помнить. Перед тем, как мы уже дальше стартуем в разработке стратегии, нам нужно очень серьезно выровнять понятийное поле. И смотрите, в понятийке у нас есть 3 ключевых момента. Первая понятийка, да, это видение собственников. Я так называю документ, который называется хотелки. То есть вот собственник перед командой озвучивает, а что он вообще хочет от бизнеса. Как он этот бизнес видит? Это еще не стратегия, это не цели. Это всего лишь хотелки собственника, не более того. Но они нам говорят вот по поводу там, куда первое лицо, которое ответственно за бизнес, которое ответственно за инвестиции хочет, да, как он видит бизнес, какие ограничения он видит в бизнесе и так далее. Это первая часть. Второе, где мы инфополе соединяем, это где мы находимся сейчас. Я уже про это говорил, поэтому здесь скажу очень кратко. Команда должна договориться о текущем положении. Плохо, хорошо, великолепно, но мы должны договориться, что мы все согласны с текущим пониманием. Это как в фильме «12», да, то есть если один говорит «нет», мы возвращаемся снова в дискуссию.
Если все говорят, мы замечательные, мы успешны, один говорит, подождите, но посмотрите, что мы за последние полгода потеряли ключевых клиентов, да, нас щемит по всем позициям. И мы говорим, Стояночка, давайте это обсуждать, давайте все-таки под этим углом посмотрим на наш бизнес, все ли у нас хорошо. И третья часть, вот когда у нас есть уже цели разработки стратегии, у нас есть команда, да, то есть мы выбрали там, например, консультанта. Вот очень важный момент — это проведение базового, там, 2-3-часового семинара о методологии, по которой мы будем разрабатывать стратегию. Зачем это надо? Это нужно, чтобы убрать терминологические конфликты в процессе дальнейшей нашей работы над проектом. Что я вижу и что происходит частенько, да? Вот собирается команда, 12 человек. Это те, кто разрабатывать будет стратегии. Здесь сидит SEO, он же собственник, здесь сидят SEO -1, здесь сидят там некоторые ключевые сотрудники. И дальше начинаешь задавать вопрос. Ребята, а какой у вас есть опыт в разработке стратегии? Один поднимает руку, говорит, я в предыдущей компании участвовал. Вот мы делали так-то. Один говорит, я был на MBA, нам там рассказывали. Третий говорит, я читал книжку вот такого-то автора или такого автора. Четвертый говорит, а я в бане слышал, что говно ваша стратегия, да, то есть как бы не работает, это пустая трата времени. И вот у нас, смотрите, какой дикобразик собрался на разработку стратегии. И поэтому мы здесь тратим 2-3 часа на формирование инфополя, где мы рассказываем этапность, где мы определяемся с терминологией, что мы понимаем под стратегией, что мы понимаем там, под ключевыми клиентами, что мы понимаем под портретом клиента, что мы понимаем под бизнес-моделей. Здесь тоже может быть куча интерпретаций. Очень много резиновых слов. И перед тем, чтобы не тратить время потом по ходу, чтобы зря не конфликтовать, чтобы зря не спорить, мы вот на старте определяемся с мини-словариком и с мини-подходом. Некоторые сейчас зададут вопрос, подождите, так а что, там разные подходы? Я вас хочу огорчить, да, в стратегии в мире существует более 20 школ стратегических. И есть еще кучу ответвлений, и есть нюансы. И вот нам нужно соединить опыт и тот выбранный подход, ту выбранную методологию, по которой команда пойдет. И на это тратится всего лишь, я же говорю, там 2-3, ну максимум 4 часа, где есть мини-семинары и ответы на вопросы. То есть, по сути дела, мы заливаем инфо в поле у всей команды. И дальше будет, поверьте мне, гораздо меньше вопросов, гораздо меньше вот этих терминологических конфликтов, а я думал под этим. И мы набираем темп и начинаем двигаться быстрее, 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 быстрее. Вот основных 6 советов на старте разработки стратегии, которые вам помогут значительно сэкономить время, получить более качественный результат и быстрее подойти уже к старту реализации стратегии. Друзья, хочу обратить внимание, что под видео у нас всегда есть ссылки на дополнительный материал, на чек-листы, которые помогут вам более детально разобраться в этом вопросе и, еще раз хочу сказать, более эффективно пройти этот этап в разработке стратегии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!